Пожалуйста, занятие 4. Основной алгоритм изменения сознания. На предыдущем занятии мы рассмотрели фактически ключ к изменению. То есть, чтобы человек мог измениться, необходимо решить самую сложную задачу – это перепрограммирование мыслительных структур, перепрограммирование сознания. Для этого мы рассматривали, с помощью чего это можно реализовать. Это команды управления. То есть, чтобы можно было бы в конечном итоге изменить себе любые программы, нужно понимать, что ты хочешь, и с максимальными усилиями воли реализовать соответствующие программы. Все, что не нужно, я разрушаю, все, что необходимо, я формирую. Это ключ к изменению, чтобы в целом такая возможность была создана. Сегодня мы рассматриваем следующий вопрос. Что необходимо, чтобы процесс изменения был логически завершен? То есть ключ – это элемент детали. Наша задача сегодня рассмотреть, благодаря чему человек может достигать, собственно, совершенства. Что для этого нужно сделать? Может быть, не все элементы мы рассмотрим, но, по крайней мере, ключевые, самые важные, без чего, собственно, процесс развития, процесс изменения становится или невозможным, или неэффективным. То есть наша задача рассмотреть условия, при которых возможно, скажем, все. Если их нарушить, или те обучающие системы, которые реализуют этот алгоритм не в полной мере, они или не могут изменить человека, или делают это частично, а не в полном объеме, то, что предлагает наша программа. Итак, в целом алгоритм. 4 основных этапа необходимо пройти. Во многом это на каждом занятии, но не обязательно происходит. Но в целом 4 основных этапа, чтобы изменения стали возможным. Первый этап – это работа нашего интеллекта. Мы получаем информацию, знания. Если у нас нет соответствующих знаний, все остальное невозможно. Нам нужно получить необходимую информацию, понять ее, предположим, что такое страх и как от него избавиться, на что мы его меняем. Понять и принять соответствующее решение. Когда мы понимаем, что такое проблема, мы понимаем, зачем она, почему она нам не нужна, мы понимаем, на что ее нужно менять, можно тогда переходить к следующему этапу. То есть общий алгоритм изменения, 4 этапа. Первый из них – это работа с информацией. Понять и в конечном итоге принять решение, от чего я избавляюсь и на что я меняю свою проблему. На какое достоинство я изменяю свою проблему. Первое – это понять. Второй этап, когда человек понял, нужно вложить усилия воли, то, что мы рассматривали в прошлый раз, и перепрограммировать свое сознание. В данном случае здесь указан один из центров, он может быть любым, где угодно. То есть следующий, самый сложный вопрос – это перепрограммировать свое сознание, убрать проблему и заменить ее на достоинство. Этого недостаточно для того, чтобы человек полностью изменился. То есть когда мы перепрограммируем свое сознание, это примерно то же самое, что из гаража выгрузили хлам и завезли туда новый автомобиль. Это не значит, что человек будет на нем ездить с удовольствием. Когда сформированы новые мыслительные структуры, третий этап, который нам необходим, нужно научиться этими мыслительными структурами управлять, придать им форму. То есть научиться делать так, чтобы они проявляли себя во взгляде, в интонации, в соответствующих словах, движениях, в ситуациях. Нужно научиться этими мыслительными структурами управлять, придать им форму, что достигается прежде всего через творчество или какие-либо ролевые игры. Если этого нет, то наш автомобиль будет стоять в гараже. Это хорошо, это лучше, чем там какая-то взрывчатка, которая периодически взрывается. Да, когда есть проблема, она периодически причиняет неприятность. Но когда мы ее убрали, сформировали позитивные программы, сформировали новые мыслительные структуры, это не значит, что в жизни они нам принесут в полной мере необходимое благо. Дальше необходимо на эти мыслительные структуры опираться, нужно научиться ими управлять, нужно придать форму. И чтобы они проявляли свои лучшие свойства,
в интонации, во всех проявлениях человека. То, что видно, то, на что реагируют люди. То есть, третье – это придать форму. Этого недостаточно. То есть человек в зале на тренировке научился что-то делать хорошо. Когда он выходит на улицу, чаще всего, не в полной мере, скажем, страх убрали, бояться нечем. И хотел бы, но нечем. Или любую другую проблему убрали, она уже в полной мере реагировать не будет. Но все сформированные на занятиях достоинства в полной мере не реализуются в жизни, если человек что-то для этого целенаправленно не сделает. Четвертый основной этап – это подключение всего, что человек получает на тренингах, к жизни. Это перевод. Вот как человек себя ведет в большинстве случаев? Подсознательно, привычкой. У него есть годами, десятилетиями наработанные решения, наработанные реакции. Вот так он себя и ведет при взаимодействии с окружающим миром. Что ему хочется, что для него кажется невозможным, как он распределяет время, сколько работает, сколько устает, нервно или радостно реагирует. Это привычка. Вот она во многом остается. Вот чтобы человек изменил в жизни себя, свое поведение, свое состояние и свою жизнь к лучшему, сюда необходимо подключить осознанный процесс, осознанный инструмент. Их два. Первое – это управление собой, управление своим состоянием, управление своим внутренним миром. То есть фактически это работа. Все, что лучшее я получил на тренингах, я пробуждаю к жизни. А все, что я принял решение избавиться от чего-то, я это выключаю. То есть управление собой, самообладание, самоконтроль – это решение в жизни, в текущих ситуациях именно вот этой задачи. То, от чего я захотел избавиться, во многом избавился на тренинге, я хочу добить это в жизни, чтобы оно, если вдруг остатки остались, я с этим прощаюсь. Все лучшее, что я формирую, я хочу это постоянно пробуждать в жизни, так, чтобы перепрограммировать свое сознание окончательно. Чтобы на реальные ситуации я реагировал так, как мне нужно. Я хочу осознанно отдавать себе команды и пробуждать в жизни нужные качества, нужные свойства, принимать правильные решения и так далее. Заменить привычку на свой выбор. Вместо привычки подключить к реальной жизни то, что человек осваивает на занятиях. Тогда это будет работать в полной мере. И второе большое направление – цели, планы и наилучшая реализация. Никто за человека не проживет его жизнь. То есть это решение той же самой задачи. Вместо привычной колеи, куда человек обычно идет, он ставит цель жить лучше, каждый день подниматься выше, решать новые задачи и шаг за шагом вносить изменения во все цели своей жизни. То есть фактически задача та же самая. Вместо привычного человек анализирует, что можно сделать лучше, от чего избавиться, что внести новое. И он целенаправленно к этому стремится.